Приветствую! Сегодня я вам расскажу про одну из первых 5 моих змей. Это императорский удав Morphe Albina Sharp. Когда я ее приобретал у заводчика, у нее не было одного глазика. Мы вам это еще покажем однозначно, вы это увидите. Все постоянно спрашивают, как так? И очень важная тема у нас попутно идет. Когда мы покупаем змею, на что нужно обращать внимание? С какими дефектами можно брать змею, и это не оказывает никаких проблем на дальнейшее содержание разведения, а с какими не стоит. В данном случае, вы, я думаю, понимаете, что змеи это хищники, они питаются там грызунами, допустим, может птицы питаться. И когда малыш был мелкий, при неудачном кормлении, мышь, она в целом может, в принципе, даже и убить змею. То есть, если неудачно так сложится, она может перегрызть, там, допустим, какую-то часть и в целом может либо серьезный урон нанести, либо убить. Такие случаи редки, но они бывают. Природа. Ну а может и повредить глаз. Но поскольку змеям для охоты не особо сильно нужно зрение, то этой милашке уже 7 лет. И, как вы видите, она более чем прекрасно себя чувствует. Она уже дважды давала потомство. Кстати, вы можете обратить внимание на то, как после того видео, там где змея отложила золотые яйца, какая она была худющая, и как она сейчас уже вес набрала. Уже жирненький хвостик, туловище, но она просто очень хорошо держится на мне, поэтому мы ее не можем разложить плотненько, чтобы ее показать. Когда новичок особенно приобретает змею, очень важно понимать, на что стоит обратить внимание. Если у змеи, там, скажем, может быть немножечко поврежден хвостик, самый кончик хвостика, это в целом не проблема. Но если какие-то есть перегибы или какие-то повреждения ближе к середине хвоста, это уже может стать большой проблемой для разведения, потому что у змей половые органы находятся около хвоста. Вот как мы можем на примере этой милашки посмотреть. Попробую показать. Она там уже сбегает. Вот смотрите. Вот это клавка. А вот здесь вот в этой части хвоста находятся половые органы. Вот на примере нашей милашки самочки Шарпа мы наблюдаем. Вот она клавка. То есть вот он весь хвост. И вот здесь примерно располагаются половые органы. Поэтому, если повреждена вот эта часть хвоста, бывает, допустим, кончик, это не критично. Но если есть какие-то переломы, перегибы вот в этой части, это может оказать серьезные проблемы при разведении. Дальше. Бывают моменты, чаще это встречалось у заморфленных маисов, когда на позвоночнике есть искривления какие-то. Это также может повлиять на здоровье, на жизнь змеи и, соответственно, тоже на дальнейшее ее разведение. Еще очень важный момент. Встречались, по крайней мере, я видел на фотографиях, дефекты в челюсти. Если что-то искривлено, если она неплотно закрывается, если есть какие-то искривления, то змея, во-первых, может не есть сама. Ее придется кормить принудительно, а для новичка кормить принудительно, но это практически для многих непосильная задача. Особенно, если это какой-то более-менее сложный вид. Также важно понимать, нету ли каких-то стоматитов и так далее, но это уже больше касается здоровья. По итогу обращайте внимание на внешний вид змеи, на их поведение, чтобы получать огромное удовольствие от своих питомцев. Я вам желаю, чтобы ваши питомцы вас радовали, чтобы вы ими наслаждались, чтобы они жили долго и счастливо. Они же этого заслуживают. До скорых встреч. Палец вверх, подписываемся, лайки, комментарии. Пока-пока.